это какающий человечек. Привет, друзья! С вами Галя Карен, и в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами рассказом об обычаях каталонцев. Каталония – это автономное сообщество на северо-востоке Испании, примерно с населением 7,5 миллионов человек. Каталонцы – уникальные люди с идентичной культурой, которая формировалась веками под влиянием Римской империи, Средиземноморья, под влиянием мавританской культуры. Каталонцы – люди, которые постоянно борются за независимость, которые стараются сохранить свою культуру, несмотря на глобализацию. И также они имеют свои привычки, которые отличают их от остальной Испании. Вот об этом-то я и хочу вам поведать сегодня. Каталония – это богатейший край в плане культуры, истории, природы. Каталонцы стараются сохранять самобытность своей культуры, развивать ее. Это, естественно, отражается на их образе жизни, на праздниках, на кулинарии. Каталонию в свое время сотрясали войны. Здесь также были спокойные времена, которые позволяли ей развиваться и богатеть. И кстати, ролик о Римской империи, о влиянии Римской империи на Барселону вы найдете в описании. Об этом я подробно рассказываю. Не забывайте ставить лайки, комментарии, подписываться, и вы будете узнавать все новости из моего канала. Прожив достаточно долго в Испании, в Каталонии, я сделала вывод, что испанский и каталонский образ жизни очень сильно отличается от других европейских стран. Каталонцы также любят поздние завтраки и вообще поздние приемы пищи. Традиционный каталонский завтрак начинается достаточно рано. Или это очень легкий завтрак, кофе, круассан. Причем забудьте про такие названия, как латте, капучино. Как правило, это кафе кон лече, или по-каталански кафе омлет, или кортадо. Короткий кофе – это как наш эспрессо с молоком. Кто-то любит завтрак более плотный, тогда уже в ход идут бутерброды. Как правило, это хлеб с томатами, с оливковым маслом. Иногда туда добавляется сыр, хамон. Это первый завтрак. Называется энтрепа по-каталански. Дальше второй завтрак. Второй завтрак может быть более сытным. Здесь уже бутерброды с тунцом, с хамоном, с сыром. Обязательно они любят, конечно, томатами сдобрить хлеб. Иногда это тортилья. Это такой, как сказать, тоненький, можно сказать, пирожок из картофеля. Иногда тортилья бывает, это как наш омлет. То есть обязательно нужно уточнять, чем тортилья. Многие любят на завтрак уже выпить либо бокальчик пива, либо бокальчик вина, либо клару. Клара, кстати, есть только в Испании. Это пиво с лимонным соком. Разбавленное лимонным соком, получается очень-очень легкий алкогольный напиток. Рекомендую. Этому есть объяснение, что каталонцы, так же как и испанцы, иногда начинают день с алкогольных напитков. Культура здесь такая, что днем, летом очень жарко. Днем все вымирает. Поэтому если выпить, то утром или вечером. И люди, конечно, ограничиваются одним бокальчиком вина, поэтому пьяных людей на улице вы не встретите. В обед вымирает все. То есть люди заканчивают свои дела и между 13 и 14 часами дня идут обедать. За обедом выпить бокальчик вина или игристого, как здесь называется. Здесь игристое вино называют кавой. Это тоже шампанское. Это святое дело. И ужин. Ужин достаточно поздний, где-то в 9 вечера. Также потому, что летом, как правило, очень жарко. И раньше на улице делать нечего. Но люди не переживают из-за поздних ужинов, потому что Каталония, и в частности Барселона, это очень спортивное место. Здесь на улицах вы встретите занимающихся спортом людей в любое время суток. Каталонцы очень любят свой язык, предпочитают говорить на каталонском, да, несмотря на то, что в регионе все прекрасно знают испанский язык, оберегают язык и культуру.
Каталонский официально признан официальным языком в регионе. На нем ведется обучение во многих школах и университетах. Это романская группа языков. На каталане говорят в Каталонии, в Андорре. В Андорре это считается официальный язык. На Балеарских островах, Валенсии, в некоторых районах Франции, и вы удивитесь, даже Италии. То есть каталонцы берегут свой язык. Очень часто вы можете увидеть официальные документы на каталонском языке, надписи. К вам обратятся прежде всего и чаще всего в магазинах, ресторанах на каталане, несмотря на то, что вы можете оказаться иностранцем. И это не из вредности, а именно из любви к своему языку. Одна из культурно-спортивных традиций Каталонии – это кастельс – строительство живых башен. Несколько человек влезают друг на друга, выстраивая сложные конструкции. Последним забирается ребенок, поднимает руку, и это говорит о том, что конструкция завершена. Традиция началась в Таррагоне. Примерно 1770 год, и дальше распространилась по всей Каталонии. Очень часто строительство живых башен можно увидеть на праздниках, на фестивалях, и с 2010 года эта традиция находится под охраной ЮНЕСКО. Еще одна милая и забавная традиция каталонцев, которая также подчеркивает их своеобразное чувство юмора, это какающий человечек и какающее полено. Да-да, вы не ослышались, каталонцы верят в какающее полено, кагатио, вместо Санта-Клауса. Это действительно полено, по которому стучат, и оно дает небольшие сладости и подарки. И второй персонаж – это какающий человечек, символ удачи и процветания. И каталонцы также иногда вместо человечка в традиционной крестьянской одежде делают фигурки известных персонажей, известных людей. С вами была Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, приходите на мои экскурсии. Кстати, подробно обо всем я рассказываю на своих живых экскурсиях. Ставьте лайки, комментарии. Мне важны ваши комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.